Всем привет! Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день робот-пылесос становится незаменимым устройством в быту. Такой домашний помощник значительно экономит время на уборку и существенно облегчает весь процесс поддержания порядка в доме. К 2021 году огромное количество современных, умных и полезных робот-пылесосов готовы снять с вас утомительные обязанности уборки. Это видео топ-10 робот-пылесосов поможет вам выбрать идеального и верного помощника под свои запросы. Также в видео расскажу, на что способны современные робот-пылесосы и чем отличаются друг от друга. В описании под видео вы найдете ссылку на удобную таблицу сравнения представленных видео робот-пылесосов и ссылки, где их можно выгодно приобрести. Приятного просмотра! ProScenic M7 Pro, флагманская модель компании, имеет утилитарный и минималистичный дизайн. Корпус выполнен из черного матового пластика. Сверху по центру установлен лидар 4-го поколения для сканирования помещения на 360 градусов. Робот-пылесос сканирует пространство и составляет его точную карту с учетом формы комнат, местоположения всех препятствий и в соответствии с этим точно планирует свой маршрут. M7 Pro оснащен бесщеточным двигателем Nidec, который создает всасывающую силу до 2700 паскаль в максимальном режиме. Всего есть 3 уровня режима всасывания. Пылесос легко удаляет грязь, пыль, волосы и шерсть не только с твердых напольных покрытий, но и эффективно очищает ковры и ковролин. Также, благодаря датчику плотности воздушного потока, робот понимает, когда он заезжает на ковер, и автоматически увеличивает силу всасывания до максимальной. Уровень шума возрастает до 72 дБ. По ворсистой поверхности проблем с передвижением не испытывает, преодолевает барьеры высотой до 20 мм. Помимо сухой уборки помещения, робот-пылесос ProScenic M7 Pro выполняет и влажную уборку. Для этого требуется установить насадку для воды объемом 110 мл с чистящей салфеткой. Вода на салфетку поступает самотеком. Для более эффективной протирки полов через приложение можно включить Y-образную схему, то есть будет передвигаться елочкой, но в таком режиме робот не пылесосит. Через фирменное приложение можно делить составленную карту на комнаты и составлять для каждой из них собственный график уборки, отмечать зоны без влажной уборки и виртуальные стены, регулировать силу всасывания и другое. Укомплектован робот лучшими из возможных аккумуляторов литий-ионного типа емкостью 5200 мАч. На одном заряде ProScenic M7 Pro может работать более 3 часов. Комплект у робот-пылесоса богатый. Также ProScenic M7 Pro продается в 2 вариантах: с базой для самоочистки пылесборника и с обычной док-станцией для зарядки. Dream D9 – это второй робот-пылесос компании и первая модель с лидаром. Dream D9 использует лидар вместе с другими датчиками для навигации и создания карты зон уборки. Навигация такая же хорошая, как и у Roborock, и во время уборки устройство довольно бережно обращается с мебелью. Под крышкой находится контейнер для мусора объемом 570 мл с HEPA-фильтром. Робот может преодолевать препятствия высотой до 20 мм. Этого достаточно, чтобы заехать на ковер со средним ворсом. При заезде на ковер он автоматически увеличивает силу всасывания, но это работает не всегда правильно, как и в Dream F9. Мощность всасывания составляет 3000 паскаль. Присутствует 4 режима мощности. Робот оснащен большим электронным резервуаром для воды на 270 мл, что означает, что вы можете контролировать уровень воды в приложении. Благодаря большой батарее емкостью 5200 мАч робот проработает до 150 минут при минимальной мощности и до 90 минут при максимальной. Что касается шума, то Dream не такой громкий, как некоторые более дешевые модели, но и не такой тихий. Система шумоподавления снижает уровень громкости во время работы пылесоса до 65 дБ. С помощью приложения Mi Home можно установить запретные зоны, виртуальные стены, зону без влажной уборки, разделять карту на комнаты, можно отправлять робот-пылесос в определенную комнату, имеется широкий спектр планирования уборки и другое. Xiaomi Lead 100 R1 – новинка 2021 года, а трендом этого года будет наличие базы 2 в 1, где устройство будет и заряжаться, и самоочищаться, и все это за разумные деньги. Этот пылесос поставляется с базой самоочистки объемом 3 литра. Главное нововведение этого пылесоса – контейнер 2 в 1, состоящий из пылесборника объемом 200 мл и бака для воды на 250 мл. Небольшой объем пылесборника оправдан тем, что в конце каждого рабочего цикла собранный мусор перекачивается в большой одноразовый пакет на станции.
Во время сухой уборки робот автоматически может повышать силу всасывания на коврах, а во время влажной автоматически объезжает их, и нет необходимости отмечать такие зоны на карте. Лазерный датчик LDS 2.0 сканирует пространство и обеспечивает пылесосу точную навигацию на карте. При обнаружении препятствий устройство автоматически корректирует маршрут и ищет решение для их обхода. Частота и дальность сканирования позволяют лучше справляться с уборкой помещения, исключая повторения и слепых зон. Турбина японского мотора раскручивается до 17 тысяч оборотов в минуту, выдавая силу всасывания до 2700 паскаль. Такая мощность достаточна для того, чтобы вытягивать из ковра пыль и песок, а также поднимать с пола тяжелый мусор. Наполнив бак водой и закрепив на днище пылесоса специальное крепление для тряпки, можно смело отправлять устройство протирать пол. Так как в контейнер встроен электронасос, есть возможность регулировать интенсивность смачивания. Это низкая обильность подачи воды, бака хватает на 150 квадратных метров, средняя – 120 квадратных метров и высокая – 90 квадратных метров. Аккумулятор установлен объемом 5200 мАч, которого хватит на 150 минут работы. В фирменном мобильном приложении будет доступна установка на карте виртуальных стен, целевых и запретных зон, деление квартиры на комнаты с индивидуальной настройкой силы всасывания и смачивания для каждой из них, планирование уборки на неделю вперед, просмотр статистики и оценки износа аксессуаров, регулировка силы всасывания и интенсивности смачивания салфетки, управление траекторией движения в ручном режиме и другое. Kaiwell Cybervac S31 – флагманская модель компании, которая поставляется с базой для самоочистки. Функция автоматического удаления грязи избавит вас от необходимости очищать пылесборник пылесоса после каждой уборки. Стационарный пылесборник всасывает пыль в одноразовый мешок объемом 4,3 литра, которого хватит примерно на 60 дней. Для навигации используется лидар с 29 датчиками, что позволяет Cybervac S31 быстро выбирать лучший маршрут уборки и построить подробную карту дома в реальном времени, обеспечивая более эффективную и качественную уборку. Cybervac S31 имеет мощность всасывания 3000 паскаль, поэтому он отлично справится со сбором пыли и грязи между плитками или глубоко зарытой пыли внутри ковра. Мощность всасывания можно регулировать через приложение или пультом управления, а также он автоматически увеличивает силу всасывания при обнаружении ковра. Большой аккумулятор на 5200 мАч обеспечивает до 240 минут непрерывной уборки, что идеально подходит для больших домов площадью до 300 квадратных метров. Cybervac S31 поставляется с большим резервуаром для пыли на 500 мл и резервуаром для воды на 110 мл. Устройство может одновременно пылесосить и протирать пол. Для этого нужно просто подключить резервуар для воды в нижнюю часть робот-пылесоса. С помощью фирменного приложения можно редактировать карту, объединять и разделять комнаты, давать им правильное название, отмечать виртуальные стены и запретные зоны, выставлять зоны без влажной уборки, составлять умный план уборки отдельных комнат и многое другое. В памяти робот-пылесоса сохраняется до 5 карт этажей, что является плюсом для многоэтажных домов. Aber X8 – флагман компании Aber. Для ориентирования и построения карты помещения используется лазерная система навигации LiDAR плюс SLAM-навигация, а также в бампере расположен TOF-датчик для визуального распознания и быстрого измерения расстояния до объектов. Благодаря этому пылесос точно двигается вдоль стены на расстоянии 10 мм, вследствие чего карта строится точнее и уборка вдоль стен проходит качественнее. Тут же стоит отметить удлиненные две боковые щетки, выполненные с небольшим наклоном для более эффективной уборки вдоль стен и углов. Но это еще не все. Если на боковые щетки намотаются провода, то X8 может высвободиться из плена самостоятельно. В Aber X8 используется японский мотор Nidec, который создает давление вакуума в 4500 паскаль в турборежиме, а также имеется ультрафиолетовая стерилизация, поэтому полы и ковры будут качественно очищены не только от всевозможной пыли и грязи, но и от клещей и бактерий. Для сбора пыли используется контейнер объемом 600 мл. Для влажной уборки используется отдельный резервуар объемом 360 мл, в котором есть небольшой отсек для пыли. Во время влажной уборки можно регулировать подачу воды на специальную тряпку, которая хорошо прилегает к полу. Плюс к этому устройство имеет Y-образный продвинутый метод мытья полов, при котором он протирает пол по нескольку раз в одном месте, что улучшает качество уборки. С помощью приложения VBAC можно отслеживать местоположение, управлять несколькими картами, отмечать зону уборки, ставить запретные зоны и виртуальные стены, отправлять в конкретную комнату и многое другое. Литиевой батареи объемом 3200 мАч хватит на 120 минут непрерывной уборки до 200 квадратных метров площади помещения.
iLife A10S – первый робот-пылесос с лидаром в линейке компании, умеет автоматически разбивать составленную карту помещения на комнаты и может сохранить 3 плана этажей. В комплекте идет контейнер для пыли объемом 600 мл с необычной системой фильтрации. Сотовая структура фильтрации лучше очищает воздух от пыли и не уменьшает мощность всасывания при заполнении контейнера. Резервуар для воды объемом 300 мл тоже необычный. Внутри установлены 4 моторчика, которые вибрируют и приводят в движение тряпку взад и вперед, а также вверх и вниз, тем самым лучше оттирают пятна и загрязнения. Также внутри бака для воды есть небольшой отсек для пыли. При влажной уборке устройство не пылесосит, а просто заметает боковыми щетками и турбощеткой оставшуюся пыль в этот отсек. В комплекте идет пульт управления с экраном, на котором отображается текущее время и время плановой уборки. С помощью фирменного приложения можно устанавливать виртуальные стены и запретные зоны, отмечать зоны без влажной уборки, отправлять пылесос в нужную комнату или в определенную область. Все это стандартные функции для роботов с лидаром. Из интересного – это возможность плавной регулировки мощности всасывания и скорости вращения боковых щеток. Также реализована способность увеличивать мощность всасывания в определенной области, например, на паласе. Просто в приложении на карте отмечаем область и задаем мощность всасывания. Встроенного аккумулятора на 2900 мАч хватит на 100 минут непрерывной работы. Xiaomi Redmi Eve Plus – это воплощение новейших технологий и функциональности в одном приборе. Его зарядная станция может автоматически очищать контейнер от мусора и помещать его в специальный мешок объемом 3 литра. 3 таких мешка поставляются в комплекте. Одного мешка может хватить на целый месяц. Чтобы не плодились бактерии и микробы в этом мешке, в станции используется озоновая, дезодорирующая и антибактериальная технология. На корпусе зарядной станции расположен небольшой светодиодный дисплей, который показывает наполненность мусорного мешка и уровень заряда батареи. Робот-пылесос получил LDS лидар 4-го поколения, задача которого быстро и точно составлять карту помещения и обнаруживать препятствия. Такая высокоэффективная система навигации позволяет устройству прекрасно ориентироваться в комнатах и защищает от столкновений с посторонними объектами на его пути. 18 датчиков, которыми оборудован Redmi Eve Plus, также обеспечивают безопасную уборку. Небольшие ступеньки или неровности для него не проблема, так как он легко преодолевает препятствия высотой до 20 мм. Мощность всасывания составляет 2700 паскаль, что делает Eve Plus самым мощным робот-пылесосом в линейке Redmi. В конструкцию устройства входит резервуар для воды на 250 мл, 2 боковые щетки, пылесборник на 300 мл и HEPA-фильтр. Резервуар для воды оснащен интеллектуальным микроконтроллером для точной регулировки увлажнения тряпки из микрофибры. Гаджет поддерживает удаленное управление с использованием голосового помощника или мобильного приложения. В приложении можно вручную разделять помещения на комнаты, установить виртуальные стены, выбрать определенную область или комнату для уборки, отследить движение пылесоса в режиме реального времени и многое другое. Памяти пылесоса можно сохранить до 5 карт. Емкость аккумулятора робот-пылесоса 5200 мАч. При минимальном расходе заряда батареи время автономной работы может составлять 3,5 часа. Если аккумулятор будет разряжен, прибор вернется на зарядную станцию, и сразу после зарядки он продолжит уборку. Nitswer S600 – первый робот-пылесос с самоочисткой в линейке компании. Автономная очистка контейнера пылесоса достигается благодаря необычной комплектной базе. Собранный мусор будет периодически отгружаться в стационарный пылесборник объемом 2800 мл. Самоочистка осуществляется полностью автономно, но раз в месяц необходимо менять одноразовый пакет. Мощность стационарного мотора достаточно высокая – 1000 Вт. Стыковочный люк находится на задней стенке пылесборника, поэтому выгрузка мусора производится быстро и проблем с зарядкой не будет. В функциональном плане Nitswer S600 это все тот же X600, 3 в одном: подметает, пылесосит и выполняет влажную уборку пола. Для ориентирования и построения карты используется лидар и бампер мягкого касания с ИК-датчиками. С помощью приложения VBAC можно регулировать силу всасывания и степень увлажнения тряпки, следить за процессом уборки, устанавливать виртуальные стены и запретные зоны и вручную отмечать области для уборки. Автоматического деления помещения на комнаты, к сожалению, нет и сохраняет только одну карту уборки. У данного пылесоса имеются 2 боковые щетки, турбощетка и мощность всасывания заявлена 4000 паскаль, но при такой мощности установлен не совсем емкий аккумулятор 2500 мАч. Но есть функция продолжения уборки после дозарядки с того места, где робот закончил уборку. В комплекте идет контейнер для пыли объемом 600 мл, бак для воды 350 мл, запасные боковые щетки, фильтр и салфетка из микрофибры.
Viomi S9 – это робот-пылесос последнего поколения, выпущенный Viomi с суббрендом компании Xiaomi. Поставляется со станции самоочистки, которая его заряжает и очищает собранный мусор из контейнера пылесоса в одноразовый мешок объемом 3 литра. Стыковка происходит через люк пылесборника пылесоса. На корпусе док-станции расположены 3 светодиодных индикатора. Они сигнализируют о заполненности мусорного мешка, режиме всасывания и об уровне заряда батареи. Пылесос использует лазерную навигационную систему LDS 2.0, которая за несколько секунд отсканирует пространство и составит в нем план уборки. Робот-пылесос преодолевает препятствия высотой 2 см и избегает столкновения с посторонними объектами. Viomi S9 оснащен японским мотором Nidec, который на 30% эффективнее, чем предыдущее поколение и создает давление 2700 паскаль. При этом шум работы не превышает 80 дБ. За эффективную фильтрацию отвечает HEPA-фильтр. Viomi S9 укомплектовали совмещенным контейнером с пылесборником на 300 мл, резервуар для воды объемом 250 мл, и в течение одного рабочего цикла он может выполнить сухую и влажную уборку одновременно. В приложении предлагаются 3 уровня расхода воды на выбор, и для каждой комнаты можно настроить разную степень смачивания салфетки. Во время влажной уборки прибор двигается не только по S-образной траектории, но и по Y-образному алгоритму оттирки пятен, благодаря чему процесс очищения поверхности пола проходит тщательнее. В приложении можно переименовывать, разделять или объединять комнаты, ставить виртуальные стены или запретные области, в которых робот не сможет убирать. Удобно создавать различные программы уборки и многое другое. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Roborock S7 был представлен на выставке CES 2021 и уже в марте стартовали продажи. Робот оснащен улучшенной системой мытья полов, а именно технологией Sonic Mopping, благодаря которой тряпка вибрирует частотой 3000 раз в минуту, что помогает разрушить поверхностную грязь и даже самые жесткие засохшие загрязнения, делая полы более чистыми. Продолжая влажную тему, самое большое улучшение, которое мы ждали, это технология подъема швабры. Теперь не нужно устанавливать зоны без влажной уборки. Робот автоматически поднимает тряпку для мытья полов при обнаружении ковров. Когда швабра поднимается, робот прекращает поток воды. Такая технология работает в паре с ультразвуковым датчиком, который распознает ковры быстро и точно. Также новая технология обнаружения ковров не только усиливает всасывание при распознании ковров, но и показывает ковры на карте, поэтому робот всегда знает, где находятся ваши ковры. Робот оснащен электронным резервуаром для воды объемом 300 мл, который позволяет регулировать расход воды в зависимости от типа поверхности. Как и другие высококачественные модели Roborock, S7 использует лидар для навигации и построения карты. А как мы знаем, Roborock известен своей эффективной навигацией, и S7 не стал исключением. С множеством других датчиков Roborock имеет одну из лучших навигационных систем на рынке, бережно относящуюся к мебели и покрывающую почти 100% площади уборки. Большая батарея емкостью 5200 мАч обеспечивает до 180 минут уборки без подзарядки. Этого хватит, чтобы убрать 300 квадратных метров помещения на одной зарядке. В Roborock S7 используется тот же двигатель, что и в S6 Max V. Контейнер для пыли объемом 470 мл. Еще одна улучшенная вещь – это турбощетка. Теперь она вся силиконовая и должна собирать пыль с ковров лучше, чем щетинисто-лепестковая предыдущего поколения. Такую щетку проще обслуживать, что полезно для владельцев домашних животных. Кроме того, у щетки есть съемные боковые наконечники. Roborock S7 – первая модель от компании, которая поддерживает базу для самоочистки, но в настоящее время база находится в стадии разработки и будет доступна опционально в этом году. На этом у меня все. Делайте правильный выбор, пользуйтесь таблицей сравнения, ссылки на все пылесосы указаны в описании под видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отличных покупок и хорошего настроения!